Во время переговоров с алчным сирийским генералом человек, который обещал ему взятку за информацию, потянулся за стаканом воды. Подвернутый рукав рубашки съехал сильнее, и офицер увидел у своего европейского визави фрагмент синей татуировки. «Сидел?» – усмехнулся генерал. «Ничего страшного, сотрудничать все равно будем, лишь бы не еврей». Если бы он знал, что покупатель информации служит в Моссаде, а жуткую синюю метку он получил в Освенциме. Но Зееву Лерону, как всегда, повезло. Генерал был не очень осведомлен. Всем привет, меня зовут Алексей, это рубрика «Кратко», и сегодня мы расскажем об одном из самых удачливых воинов Израиля. Хотя, как применимо слово «везение» к человеку, которого дважды сажали в лагеря, отправляли на угольные рудники и приговаривали к расстрелу, уму непостижимо. Давайте разбираться вместе. Как это нередко бывает с героями, о которых мы рассказываем, при рождении Зеева Лерона звали Велвил Лондонер. Новое имя и фамилию он возьмет позже, при репатриации, которая, конечно, будет непростой. Велвил родился в 1922 году в польском Бензине, типичном еврейском местечке. Накануне его рождения в Бензине провели перепись. Больше 60% населения, 17 298 человек, были евреями. Вот, посмотрите на эту старую фотографию. Слева замок, справа синагога. Ее сожгли в 1939 году, после того, как в город вошли немцы. Подожгли, правда, местные жители, а когда огонь перекинулся на соседние дома, они же не давали людям спастись. В пожаре погибли порядка 60 евреев. Прекрасно понимая обстановку, буквально за считанные дни до этого родители Велвила отправляют его, старшего сына, на разведку в Палестину. Он должен там закрепиться, и тогда приедет вся семья – мама, папа и 4 брата. Но решение принято слишком поздно, и в Румынии поезд останавливают. Всех возвращают обратно. В 1942 году в Бензине создается гетто. В общей сложности 30 тысяч евреев заставляют работать на немецких военных заводах. Тех, у кого не остается сил, увозят в лагерь смерти Освенцим. В какой-то момент туда вместе с братом везут и Велвила. Ну и вот тут происходит, может не главный, но, как мне кажется, такой переломный, что ли, момент. Велвил, который на тот момент состоял уже в подпольной еврейской боевой организации, провозит с собой пистолет. То есть явно человек не едет покорно на смерть. Причем пистолет прячет плохо. Его находят, ведутся какие-то разбирательства. И почему-то он выходит сухим из воды. Немцы отвлекаются на что-то более, по их мнению, серьезное. Удача, что еще? Дальше. Они в Освенциме. Лагерь смерти. Велвил с братом Моше и другом Йосифом решаются на побег. Их ловят. А это 100% смертная казнь. Даже просто разговоры, планы, а не то, что сам побег – высшая мера. А их ловят уже за периметром. И вопрос только один – повесят или расстреляют. 30 сентября 1943 года их привозят в расстрельный блок номер 11. Это, кстати, был Рош ха-Шана, еврейский Новый год, 5754. У Велвила уже был на руке наколот тот самый номер 132-355. А дальше начинается какой-то паноптикум, я не знаю, как это еще назвать. Братьям говорят: мы казним по понедельникам, сегодня четверг, ждите. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. 4 дня, после которых тебя гарантированно убьют. Велвила выпускают на прогулку между 10 и 11 блоками. А там кладбище с виселицами. И стена вся в крови от расстрелов. В этом же здании находилось что-то среднее между тюремным госпиталем и психбольницей. Туда отправляли немецких дезертиров и тех, кто сошел с ума, например, в Сталинграде. И вот, как потом вспоминал сам Велвил, он ходит по кругу на кладбище. Тут повешенные, тут стена вся в крови. На 2-м этаже свихнувшийся немец рвет аккордеон. А сам Велвил думает об одном – только бы не виселица. Пулю, наверное, пожалеют. Надо наброситься на кого-нибудь из фашистов, наверняка застрелят, и, может, удастся забрать кого-то с собой. Парню 21 год. Прогулка длится 1 час 5 минут. Велвила возвращают в камеру. Туда им приносят еду и говорят: сейчас пешком пойдете обратно в бараки. Это как бы означает, что смертная казнь отменена.
Все трое уверены на 100%, что это какая-то постановка. Но они действительно снова проходят через эти жуткие ворота в Аушвиц. Там тоже никто не верит, что такое возможно. Остались живы. Как, почему, неясно. Спустя годы, уже после войны, Йосиф, тот самый третий, выяснил, что случилось. Ребята ведь к побегу готовились, и была договоренность, что их приютит врач из СС. Ну да, такое тоже было. А когда все вскрылось, офицер, который проводил расследование, узнал об этом. Он хотел выслужиться и пошел к этому врачу, собирал доказательную базу. И вот он звонит в дверь этому предателю. Тот открывает, и следователь Клаус видит на пороге друга своего отца. Причем не просто друга, а того, кто в Первой мировой спас ему жизнь, поделился своим противогазом во время газовой атаки. И вот этот Клаус долго мучается, но потом все-таки решает не сдавать врача. Возвращается в Аушвиц и говорит, никакого побега не было, это все оговор. И молодых людей возвращают, в общем-то, с того света. Но отправляют на тяжелейшие работы в угольные шахты. В 1945-м они все равно сбегут во время очередного марша смерти, выпрыгнут из поезда. Будут скрываться на каком-то польском хуторе, пока их не обнаружат советские власти. И тоже не упрячут в лагерь. Уже за сионистскую пропаганду. Ну, как вы понимаете, с таким уровнем удачи побег был только делом времени. Ну, теперь уже, давайте говорить, Зеев Лерон по-прежнему стремился в Палестину. Тем более, что часть семьи туда все-таки добралась. Ну и тут путь оказался извилистым. Через Милан. Зееву, как активисту, как участнику еврейской боевой организации, говорят, пока еще не существующему государству очень нужны будут военные летчики. Бен-Гурион организовал курсы в Италии. Согласен? Ну, конечно, согласен. И Зеев едет учиться летать. Самое удивительное, что когда он все-таки попадет в Израиль в 1948 году, ему придется переучиваться, потому что итальянцы думали, что готовят пилотов-спортсменов. Их тренировали, ну, совсем не как военных летчиков. Ну а дальше начинается очень опасная и очень успешная карьера. Зеев был первым пилотом, который в марте 1949-го посадил самолет в Ум-Раш-Раш во время операции Увда. По-русски это операция «Факт». Факт образования государства Израиль. На этом месте впоследствии возникнет город Эйлат. Командующий фронтом отбил в те дни такую телеграмму. «Передайте правительству Израиля ко дню Аганы, 11-го Адара, бригада Пальмаха-Негев и бригада Голани преподносят государству Израиль Эйлатский залив». И потом еще десятки успешных операций. Командовал 140-й эскадрильей. Эзра Вейцман со словами «Человек, сумевшего сбежать из концлагеря и стать боевым пилотом, я хочу иметь рядом с собой», назначил Зеева командиром разведки ВВС. Это Зеев Лерон был одним из разработчиков плана по разрушению арабских авиабаз во время шестидневной войны. Это он по заданию Моссада в 1964-1966 годах обеспечивал йеменских повстанцев, тоже воевавших с египетской армией, оружием. Тогда глава разведки Мейер Амид уговорил Вейцмана одолжить ему такого ценного сотрудника. Именно Зеев Лерон по заданию Моссада вербовал иракского летчика Мунира Редфу, чтобы тот угнал для Израиля новейший МиГ-21. Про эту операцию «Бриллиант» у нас есть большой фильм на нашем канале. Посмотрите, вот ссылка. В 1985-м, уже будучи пенсионером, Лерон участвовал в поиске доктора Йозефа Менгеля, того самого нациста, который ставил жуткие опыты на людях в Освенциме, когда там ждал своей участи сам Зеев. Ну, правда, потом выяснилось, что к моменту поиска Менгеля был мертв уже несколько лет. И, наверное, последнее. В 2007 году Зеев Лерон еще раз оказался в Освенциме. Он снова прошел через эти страшные ворота. Только на этот раз в форме полковника израильских ВВС. Мирного вам неба!